Здравствуйте, мои хорошие. Тере вам всем из Эстонии, из Таллина. Мы все дождались писем счастья в этом месяце. Поговорим сегодня в первой части видео о счетах, коммунальные платежи в Таллине на примере двух- и трехкомнатной квартиры. Во второй части видео поговорим о наболевшем, о ценах на электроэнергию и покажу вам счета с двушки и с трешки. Поговорим с вами, почему у кого-то 1000, а у кого-то вроде ничего суммы. И в третьей части по традиции у нас с вами блок новостей. Итак, о квартирах. Двух- и трехкомнатная квартира в Таллине. Сначала двушка. Значит, из чего состоит счет и общая сумма? Двухкомнатная квартира в Таллине. Счет за январь 2026 года. 192 евро и 14 центов. Значит, рассматриваем счет детально. Уход, обслуживание дома 18 евро. Квартира 50 квадратных метров. Обслуживание 18,85, все цены в евро. Ремонтный фонд 19 евро 84 цента. Уход за лифтом 73 цента. И тут идет с человека. Отопление 119 евро 39 центов. Итого получается, вот я здесь посчитала сбоку, 2 евро 40 центов квадратный метр стоит отопление. Вода евро 19, обогрев, циркуляция 8,50 в евро, общая энергия 3 евро 59 центов, вывоз мусора на человека евро 89, здесь тоже на человека, обратите внимание. Вода и канализация 6 евро 40 центов, обогрев воды 6 евро 39 центов и резерв капитал 5 евро 49 центов. Итого 192 евро и 14 центов двухкомнатная квартира в Таллине, коммуналка. Теперь посмотрим трехкомнатную. Трехкомнатная квартира, около 70 квадратов. Значит, здесь состоит из двух частей: услуги и коммунальные платежи. Что такое услуги? Это обслуживание дома 25 евро, ремонтный фонд 25 евро, аренда 80 центов и страховка евро 60. И вот самая сладкая часть на 226 евро. Значит, вывоз мусора здесь на 4 евро 60 центов. Видите, здесь уже на квадратный метр. В двушке было на человека. Вода и канализация 31 евро 20 центов. Обогрев воды 33 евро 60 центов. Отопление. Значит, общее отопление, сейчас объясню, 152 евро 27 центов. То есть 2 евро 20 центов, я вот тут посчитала на полях, стоит квадратный метр. Почему два показания 63? Первое показание 63,9 и второй 88 евро и 30, потому что у нас висят датчики на батареях. Первый показатель это обычного отопления, а второй 88 евро это датчики. Каждый раз показываю, но все равно вопросы возникают. Сейчас покажу еще раз. Залезла под стол показать вам эти датчики. Вот у нас была реновация отопления, батареи меняли, стояки меняли, всю систему меняли и повесили вот такие вот датчики. С этих датчиков идет дигитальное направление этих показателей на общий щит в подвале. И, в общем, вот на эти счетчики как раз-таки накрутили 88. Там есть вентиль. Мы когда улетали, а прилетели мы где-то в середине января, мы этот вентиль свинчивали в ноль, когда улетали. Это как-то не помогает. Все равно счета приходят огромные. Вот такие цифры. И общую энергию сказала, почти 5 евро, да? И за трехкомнатную квартиру за январь месяц 26 года в Таллине мы будем платить 279 евро 50 центов. Ну и не будем забывать о том, что у многих людей ипотеки,
у многих людей кредиты, да, и кому-то вроде бы эти цифры, может быть, не очень большие, но для тех, кто платит лизинги, кружки детские и так далее, это, конечно, довольно большой расход. Ну, еще не забываем интернет, мобильный телефон, телевидение, это все отдельно. А в Таллине примерно интернет дома 20-40 евро в месяц, мобильный где-то 10-20 евро в месяц и телевидение 10-15 евро в лучшем случае. Ну, в общем, на связь где-то уходит 40-60 евро в месяц. То есть это все добавляется еще к электричеству, к коммуналкам, к ипотекам и так далее. Как всегда, прошу вас, пожалуйста, напишите, какие цифры получили вы. Обязательно пишите, и спасибо за то, что вы откликаетесь и пишете именно страну, в которой, да, вы живете, регион там или не знаю, потому что пишут а у нас, да, а у нас потом получается кто-то из Австралии, кто-то из Германии, кто-то из Болгарии, кто-то из Силаме. То есть пишите, пожалуйста, страну, в Эстонии город, у нас даже по городам, это очень сильно отличается, да. Вот в Таллине такие цифры. Спасибо вам всегда за отклик, что вы всегда пишете, и получается, что наш канал превращается в такую площадку в комментариях, где можно хотя бы посмотреть и поделиться, да, друг с другом, у кого какие счета, у кого какие цифры. Вот здесь это все можно обсудить, поговорить и так далее. Так, это значит у нас с вами по квартирам. Теперь о злободневной теме, о теме энергии. Энергия. Холодный январь принес людям рекордные счета за электричество. Различные государственные компоненты увеличивают счет теперь еще больше. Высокая цена на электричество в январе побудила людей делиться в социальных сетях своими счетами. И выясняется, что заметнее всего на общий счет влияет даже не сколько количество и сама электроэнергия, а связаны с ней дополнительные тарифы. Цены еще такие, потому что в Эстонии ввели плату за частотные резервы, чтобы поддерживать электросистему в равновесии. И вместе с январским счетом за электричество вот мы, жители, впервые заплатим так называемый счет за частотные резервы. То есть центристская партия организовывала даже пикет в знак протеста против повышения вот этих самых цен. Очень многие из вас говорят: а ну и что, я получил за квартиру, у меня там 30 евро, а ничего не изменилось, а что вы все кричите? Это вы выходите на митинги, потому что у вас там какие-то дома, и вы хотите сами себя субсидировать и так далее. А совершенно не так все. Во-первых, почему такие высокие счета? У людей, у некоторых заключены биржевые пакеты на электроэнергию, а у кого-то фиксированные. И те, кто из нас вот счастливый, что у нас здесь все по 30-40 евро, это у нас с вами фиксированные счета. У нас тоже, да. А есть люди, у которых не фиксированные счета. И пишут некоторые матери нашим депутатам, что у меня зарплата 1200, у меня пришел счет за энергию 1100, как мне жить и так далее. Да, очень многие из вас говорят, что вот, конечно, понастроили, все на электричество, за удовольствие надо платить и так далее. Но дело-то не в том, что у кого-то биржевые, у кого-то такие. И что меня это не касается, да, у меня 30 евро. Да нет, это касается каждого из нас, потому что у нас с вами фиксированные пакеты, а у предприятий нет. А у предприятий биржевые, и оттуда тянется все сразу. И повышение цен на услуги, на товары, и на те же огурцы, которые, боже, почему такие кабачки дорогие и так далее. Это все тянет, это отражается все абсолютно на нас с вами. Потому что, да, у нас фиксированные, а у предприятий нет. Ну вот мы снова с вами обратимся к двухкомнатной квартире. 82 киловатта нажжено. И посмотрите, какая длинная вереница теперь всех этих перечней, из чего состоит этот счет. Общий счет 30 евро. В общем, проще так. 30 евро мы с вами делим на 82 киловатта и получаем за киловатт. Потому что, если смотреть отдельно, то здесь абонентская плата, здесь акцизы, восстанавливающая энергия, новенькая вот это то, что я вам сейчас рассказывала. А вообще за энергию 8 центов за киловатт, что тут, в общем, немного. А если вот это все сложить, получается 30 евро за 82 киловатта, 82,8. Но вы посмотрите,
как много приплюсовалось разных показателей новеньких. И это же огромное количество их, и восстанавливающие акцизы, КУТАСу, месячная оплата, обслуга сети, акциз сюда, акциз туда, KB Max. Теперь счета немножко изменились, выглядят они как-то так. Из 2 листов, это вот в двухкомнатной квартире, а у нас еще по старинке. Давайте посмотрим трехкомнатную. Трехкомнатная у нас получилось 61 евро 20 центов. Энергия на 29 евро, восстанавливающие 93 цента, обслуга сети 14 евро, восстанавливающие акцизы, та-та-та, и все эти новые вещи 4 евро 50 центов. И KB Max, то все 61 евро 26 центов. При всем том, что приехали мы домой с середины января только. Что у нас здесь трехкомнатной? Значит, тоже счет состоит из разных позиций. Значит, абонентская плата, насколько я знаю, она была и 4 евро, и 5, сейчас она уже 7 евро. Дневной, ночной тариф, но он там практически не отличается. Восстанавливающие, то все, акцизы, чего здесь только нет. В общем, это часть на 23 евро. А сам киловатт-час как был 11 центов, так и остался. И нажгли мы 249 киловатт. 249. Еще здесь абонентская, и тут абонентская, и здесь абонентская появилась, евро 65, но она была и в прошлом месяце. Восстанавливающие, акцизы, то все. В общем, здесь 37 евро. Тут уже сколько не сама энергия, сколько вот эта часть налогового бремени, состоящая из разных мелким шрифтом написанных строчек состоит, да? То есть 61 евро за 249 киловатт. Тогда это вот все будет как бы понятно. А так все красиво. 11 центов, 8 центов. Напишите, пожалуйста, какие цифры у вас. Напишите, пожалуйста, какие цифры у вас и какой пакет у вас биржевой или нет. Квадраты ваши тоже пишите. Что у вас, дом или что. Потому что если у меня дом 300 квадратных метров, у меня 30 евро энергии. Потому что там может быть печное отопление. Или у кого-то 1500, потому что там все на энергии. Пишите, пожалуйста. Все-таки интересно сравнить эти цифры, цены и так далее. И, в общем, да, с энергией вот такое дело. И главное, что в следующем месяце придет не меньший счет за февраль. Правильно? В марте придет еще за февраль. И люди, очень многие не знают, что делать. Теперь, знаете, люди разделились на 2 лагеря. У кого фиксированные пакеты, их волнует больше цена за отопление. Да, вот я тоже отношусь как бы к ним, грубо-то говоря. Вот. А те, у которых биржевые пакеты, волнуются за энергию, не столько волнуются за вот эти цифры отопления. На самом деле это все отразится на нас с вами, это все тянет одно другое. Поэтому центристская партия выходила с протестами. Посмотрим, что из всего этого выйдет, хотя бы, чтобы нас, людей, услышали. Это самое важное. Да. Жду ваши цифры. Жду ваши показания. Давайте обсудим, посмотрим, что здесь и как. И всегда у меня есть такая, как сказать, блок, да, в котором я всегда говорю зарплаты и пенсии. Потому что каждый раз, когда я озвучиваю эти счета или какие-то цифры, всегда сразу пишут люди, какие у вас зарплаты и так далее. Поэтому в каждом своем видео я это повторю. А значит, минимальная зарплата в Эстонии 886 евро. Собираются ее все поднимать, но пока только разговоры. А средняя зарплата где-то 2075 евро. Примерно такая средняя зарплата. А пенсия 861 евро – это средняя пенсия в Эстонии в 2026 году. И индексация пенсий будет на 5% в этом году. Это такие цифры, чтобы немножко понимать, о каких цифрах мы вообще разговариваем. Теперь поговорим немножечко, небольшая заставка про новости.
Начнем с хорошего. Хорошие новости для всех семей, хаберсти, пожилых людей и людей с особыми потребностями. Городское правительство Таллина решило увеличить несколько социальных пособий, чтобы повседневная жизнь людей стала более безопасной, более удобной, заботы меньше. А новые ставки субсидий действуют уже начиная с января 2026 года. Поддержка при рождении одного ребенка будет 1000 евро, а близнецы 3000 евро, а 3 ребеночка и больше 10 тысяч евро. Поддержка ребенка-инвалида 200 евро в год, доплата до пенсии 250 евро в год, поддержка настройки жилого пространства до 6400 евро, то есть установка лифтов, платформы, чтобы в дом можно было зайти человеку с ограниченными возможностями. Для того, чтобы все это было оплачено, это будет все сделано автоматически, не нужно никакие запросы, заявления, ничего из этого делать не нужно. Ну вот так немножечко помощи приняли госбюджет Таллина на 26 год, и вот довольно сильный социальный пакет. Бюджет Таллина на 26 год принят. Что еще здесь будет, какие изменения? Бесплатные детские сады, пособие при рождении ребенка 1000 евро, пособие для первоклассников будет теперь 500 евро, пособие к началу учебного года с учеников с 2 по 12 классы 150 евро, продолжение проекта Олимпийского бассейна, не сдаемся, верим в это. Пособие учителям, чьи дети не посещают детский сад. Надбавка к пенсии 250 евро. Пособие на ребенка с особыми потребностями будет 200 евро. Остается бесплатный общественный транспорт. И 10 миллионов выделено на переход на эстонский язык. Отменить это нельзя, только вот облегчить. Расширение спортивных пособий, уборка снега с дорог, тротуаров, безопасные улицы, дороги, реновация школ, детских садов и так далее. Новый год принес изменения и в медицинском страховании для безработных. Изменениями в законе о медицинском страховании расширены возможности добровольного медицинского страхования для того, чтобы улучшить доступ к страхованию людей, которые не работают или имеют нерегулярный доход. И с 1 января 2026 года заключить договор добровольного медицинского страхования можно через портал здоровья. Могут сделать это все проживающие здесь, в Эстонии, люди, но и вот человек будет оплачивать страховые взносы все эти самостоятельно. Договор можно заключить сразу на 1 год, а вот эти страховые взносы оплачивать можно ежемесячно, можно поквартально, можно раз в год. И ежемесячный взнос будет составлять 257 евро, квартальный 772, а годовой 3090 евро. Остается вопрос, откуда безработному взять эти 3000 евро. Об этом не упоминается. Еще новость. В районе Теллискиви планируется создание эксклюзивного городского спа и банного центра, который задаст для этой части города такой новый стандарт качества, осознанного отдыха. И этот спа-центр будет открыт круглый год. Тоже хорошие новости. Еще одна новость, тоже, наверное, слышали уже про нее, довольно спорная, вызывает много споров в комментариях, что с 1 марта 2026 года школы смогут нанимать неквалифицированных учителей на 3-летний срок. Нововведение должно дать будущим педагогам больше стабильности, снизить бюрократическую нагрузку на школах. Ну вот, например, в 53-й школе сейчас 8 молодых специалистов, которые совмещают и работу, и с учебой. Здесь идет речь о студентах педагогического университета, я так понимаю, не людей с улицы. Для того, чтобы молодым специалистам дать возможность работать. Повышение энергии от государства – это не единственное повышение. Со стороны государства грядет еще серьезное повышение налогов в сфере обращения с отходами. Проще говоря, стоимость переработки бытовых отходов вырастет на 75%. Будут повышены сборы за сжигание, за складирование. А для нас, обычных потребителей, это означает, что вывоз мусора подорожает на 75%. Так, чтобы было просто.
Еще новость тоже, наверное, слышали. Они Оркла Эсти продает завод и бренд Пыль сама. Вот эти наши соки, овощные баночки. Вот это тоже продается все компании Свенский Каупандус. Оркла Эсти завершила процесс поиска нового собственника, который начала осенью. Ну и покупателем стала хотя бы основанная на эстонском капитале компания, которая работает в сфере оптовой торговли и производства продуктов питания. А еще украинский бизнесмен приобретает известный эстонский мясокомбинат. Сааремовский мясоперерабатывающий завод Saaremaa lihatööstus, он меняет владельца. И теперь будет принадлежать это директору крупнейшего в Украине рыбоперерабатывающего предприятия. А сам этот Сааремовский мясокомбинат, он раньше принадлежал господину Ледо. Он обанкротился в прошлом году, и здание вместе с оборудованием приобрела нидерландская компания, которая, в свою очередь, тоже выставила завод на продажу как единый комплекс. И вот теперь у нее появился новый хозяин снова. А еще в Таллине открылся центр, который спасает людей в настоящей беде. Новый социальный дом на улице Пунане, 48Б, это Ласнаме. Тут сразу 3 пространства под одной крышей. Социальное жилье, дневной центр и суповая кухня. В центре проходят кружки, показывают фильмы на эстонском языке и дают консультации по долгам. И суповая кухня кормит людей с самым разным прошлым, от бездомных до пожилых жителей района. Так что, если у вас возникли сложности, можно обратиться туда. Еще одна новость, что бывшую территорию таллинского завода металлоконструкций Кохима в нашем Ласнаме на улице Пунане от Идакескуса, здесь вот недалеко, ждут радикальные изменения, преображения. С 27 года здесь начнется стройка. Теперь здесь будет вместо железной дороги, здесь пройдет небольшой бульвар. Потом здесь построят 2 коммерческих здания. И самым большим новым зданием на участке здесь станет торговый центр с магазинами, офисами, ресторанами, сервисами. Подземные помещения будут приспособлены под бомбоубежище. В мирное время их планируется использовать как подземные парковки. Это все новости на сегодня. Так, наверное, вы многие из этих новостей слышали, но просто так вот все в один блок соединила. Может, кто-то чего-то не слышал. Сейчас я с вами прощаюсь. Желаю вам хороших новостей, низких счетов. Жду от вас цифр, вашего мнения, реакций. Всего вам светлого, доброго и хорошего. Будем надеяться на лучшее, на скорую весну. Да, чтобы уменьшились наши счета. Стало теплее, лучше, светлее. Верим все-таки в свет в конце туннеля. До следующего видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего вам светлого и доброго. Пока. Ja tämäkä kõikidele. Aitäh!